Друзья, всем привет! Вы на канале Living in Paradise, все о жизни в Греции. Как и всегда, с вами Константин и Лариса. И сегодня так случилось, что по работе мы оказались на втором пальце Халкидиков, Ситонии, недалеко от местечка Неос Мармарас. Поскольку многие в комментариях нас спрашивают, как она погода в Греции в мае, можно ли купаться, теплая вода или нет. До сегодняшнего дня у нас не было ответа на этот вопрос. Лишь только предположения. Поэтому сегодня я открою купальный сезон и, так скажем, на своей шкуре все опробую и вам расскажу. Погнали! Так, друзья, что могу сказать? Поначалу прохладненько, потом все-таки привыкаешь. Ну, не скажу, что очень прям комфортно, но купаться можно. Но здесь нужно учитывать, что в этом году первые 2 недели мая были достаточно холодные. Они прям были вот как начало апреля по температуре. Так, пока Константин греется после купания, немного расскажу о том месте, где мы находимся. Это центральный пляж города Нео Мармарас. По сути, он носит такое же название, как и сам городок. Пляж довольно протяженный, и в летнее время он очень многолюдный, но места всем хватает. Песок очень комфортный, крупный, нет мути в воде, вода очень прозрачная, чистая. Нужно учитывать, что здесь довольно глубоко, поэтому при отдыхе с детьми будьте аккуратны. Главным ориентиром расположения этого пляжа станет необитаемый островок Келифос. По-другому называется Черепаший остров. Ну, не потому, что там много черепах, а потому что, если смотреть на него с определенного ракурса, по форме он напоминает черепаху. Островок довольно маленький, безлюдный, всего 1 квадратный километр по площади. Ну, и можно на кораблике туда добраться, много очень безлюдных красивых бухточек, покупаться. Это место притяжения дайверов, поэтому, если вдруг наскучит пляжный отдых, можно его немного разнообразить. Здесь очень много баров на протяжении всего пляжа, поэтому не нужно бежать никуда за напитками, все можно тут же на месте заказать, вам все принесут, зонтики, лежаки, душ, все очень цивилизованно. А на горизонте как раз виден сам город Нео Мармарас. Так, друзья, я вроде как обсох. Сейчас мы пойдем в город и посмотрим, что там, чем там можно заняться. Сезон еще не в полном разгаре, поэтому многие бич-бары еще не открылись. И можно, не таская свой зонтик, пользоваться инфраструктурой таких заведений и насладиться халявным тенечком. Это как бы лайфхак. Огромный плюс городского пляжа – это парковка на протяжении всей дороги. Бесплатная, свободная. Ну, не знаю, как здесь будет летом, но сейчас, конечно, места очень много. И по деревьям тоже есть парковочка в тени. Городок Нео Мармарас довольно протяженный, поэтому не думаем, что есть смысл весь его показывать. Сейчас мы направляемся в центр поселка и, как обычно, покажем основные заведения, площадь. В общем-то, расскажем, что там есть. Поехали. Нео Мармарас – типичный греческий поселок. Белые домики, красные черепичные крыши. Все заведения в основном сосредоточены вдоль набережной, возле центральной площади. Думаешь, можно зайти? Детей все равно нет. Мне кажется, мы нашли место, где дети должны быть максимально счастливы. Сейчас мы на территории средней школы городка Нео Мармарас. Посмотрите, какая красота. Классы с видом на море.
В такой школе можно и на второй, да и на третий год остаться. Как бы не особо напрягать будет. Смотрите, красота. Сидишь и изучаешь математику с видом на море. Класс. Туристов очень мало, очень тихо. Слышно шум моря. По греческим меркам Нео-Мармарас довольно крупный городок. Постоянное население его составляет 3000 человек, а в летний сезон с притоком туристов достигает 20 тысяч. Представляете, какое здесь скопление народа? Сейчас мы находимся в центре города. Здесь большой порт. Как видите, здесь очень много различных судов, от мелких рыбацких лодочек до крупных кораблей. До 70-х годов Нео-Мармарас был обычной рыбацкой деревушкой, пока здесь не начали строить один из самых популярных на сегодняшний момент и известных в Греции гостиничных комплексов. Называется Порту Карас. Сейчас мы можем увидеть его там на горизонте. Два больших белых здания. Отсюда курсируют кораблики до этого гостиничного комплекса, а также до поселка Калифея и Певкафория, где мы были в прошлом году. Кстати, кто не смотрел наше путешествие прошлогоднее, ссылку оставим здесь на плейлист, посмотрите, думаю, что будет очень полезно. Как я и сказала, поселок очень крупный, но, как всегда, вся бурная вечерняя жизнь сосредоточена в центре города, на его главной площади и как раз возле порта. Здесь очень много таверен, ресторанов, кафе, баров, прогулочные зоны, детские площадки. Кстати, из этого борта курсируют как раз кораблики до Черепашьего острова, о котором я рассказывала ранее. Можно взять круиз и поплавать в красивых бухточках. Сейчас пока здесь еще достаточно скучно, потому что многие заведения так в полуготовности находятся к туристическому сезону. Мы здесь на карте заприметили одну деревушку в горах. Говорят, там очень красиво. Мы сейчас туда проедем и посмотрим и поделимся с вами. Погнали. Друзья, Нео-Мармарас. Одни сплошные спуски и подъемы. В общем, мы выезжаем с городочка Нео-Мармарас и направляемся в сторону деревни Парфенон. Сейчас мы вам покажем, где мы припарковались. Ну, извините, это единственное было место, где тенечек. Везде солнце, жарко, машины нагреваются. Как в Греции без кошек. Кися. Мы прибыли в поселок Парфенонос. Он находится на высоте 350 метров над уровнем моря и 5 километров от набережной, от поселка Нео-Мармарас. Очень красивый поселок с традиционной македонской архитектурой. Могу рассказать его небольшую предысторию. Когда был основан поселок Нео-Мармарас, жители этой деревушки покинули этот поселок, спустились ближе к морю, и целых 10 лет эта деревушка пустовала. Потом, когда начал развиваться туризм на Сетомии, было принято решение возродить к жизни это место. Здания отреставрировали, сохранили их уникальность и сделали здесь туристические гостиницы, 2 небольшие, таверны. Очень оригинальное место и очень подходит для пеших прогулок. Поэтому, если вдруг наскучил пляжный отдых, можете сюда подняться, прогуляться. Поселок не такой небольшой, в принципе, вы его быстро обойдете, не так устанете, но зато насладитесь прекрасным видом на Таранический залив, на остров и насладитесь тишиной и природой.
Ребят, здесь очень красивые виды. И дома здесь сделаны из камня, что в принципе мы уже видели в поселке Афитус на первом пальце Халкидиков. Кстати, кто не смотрел это видео, ссылку оставлю здесь. Я забыл, здесь или здесь. Ссылку мы оставим здесь и в описании к видео. Посмотрите, интересно. В общем, македонская архитектура, дома каменные, здесь почти все из камня сделано. В том числе и основные дороги в поселке. Ну как поселок, здесь это поселок, наверное, 20 домов. Причем они разбросаны достаточно на приличном расстоянии друг от друга расположены. В здании школы открыт музей народного фольклора. Ты можете его посетить. Туристов еще очень мало. Такая тишина. Наслаждаюсь. Ой, это, видимо, чье-то окно было. Дом уже разрушился. Остались небольшие части стены. Ой, ну так все ухожено, так красиво, такая прям особенная атмосфера. Костя не любитель пеших прогулок, поэтому я немного одна прогуляюсь по поселку. Классно, я люблю такие места. Ух. Очень красиво, здесь открывается красивый вид. Чуть попозже я покажу с смотровой площадки. Весна, все цветет. Ты все-таки решился прогуляться? Жарко? Друзья, жарко вообще. Ну, конечно, сегодня уже 28 мая, конечно, жарко. Лето в полном разгаре в Греции. Мы нашли один из двух отелей здесь. Парфенон, он так и называется. Такое ощущение, что он еще не работает. Такая тишина, только звук моих шагов и летающие огромные жуки, вертолеты. Вообще ни души. Вот еще одна таверна, но не знаю, насколько она работает. А теперь посмотрите, какой вид открывается из деревушки Парфенонос. Да, он того стоит. Сюда стоит подняться. Однозначно. Устал? Это слово. Сейчас немножко отдохнешь в тени. С красивым видом. Друзья, устали, наверное, больше с непривычки, но еще повлияло то, что после работы мы приступили к съемкам. То есть сначала отработали рабочий момент и потом уже съемки. Поэтому сейчас мы восполним свои энергетические запасы. Чем будешь восполнять? Мусакос 10 евро. Додзики 4,50. 4,50. Может, мы не будем восполнять энергетические запасы? Салат из тунца 9 евро. Тунца консерву сделают. Вообще, что хочется сказать? Туристическое место, да? Одна из двух таверен. Выбора не так много. Ну, то есть красивый вид, конечно, за это придется переплатить. Поэтому будьте к этому готовы. Мы только что были наверху в одной из таверен. Здесь внизу, прям при въезде в поселок, находится вторая таверна. Ну, почему-то здесь никого нет. Мы не рискнули здесь покушать. Да, оливки, которые 1000 лет, да? Да, так гласит табличка. Написано, что этому оливковому дереву 1000 лет. Значит, друзья, в первой таверне мы не остались, потому что мне показалось, что она застыла где-то в 90-х. И там, конечно, были огромные цены. Греческий салат там стоил 9,5 евро, а просто салат, огурцы, помидоры 7 евро. Ну, дело даже не в том, что там большие цены. Это понятно, что такое место, там всего 2 таверни в этой деревне. А мне не понравилось вот это вот
какая-то отсталость, да, бизнеса. Поэтому мы зашли во вторую таверню. Но, если честно, мы туда зашли, никого снаружи не было, зашли внутрь таверны. Там так пованивало, если честно. Я хотел пива холодного выпить. У них холодильник был открыт, он не работал. Мы пошли, значит, на веранду, хотели там снять, на нас набросилась хозяйка этого кафе. Сказал, что если мы ничего не заказываем, значит, снимать ничего нельзя. В общем, мы с ней поругались и оттуда уехали, спустились в Никите. И сейчас мы как бы в нормальном модном месте сидим, кушаем. Ну, 20 километров мы оттуда отъехали, поэтому мы сейчас сидим, кушаем, наслаждаемся морем. В общем, здесь все хорошо. Поэтому, в общем-то, у нас там запись оборвалась. Это, значит, вот такой вот блогинг. У нас все честно говорим, как есть. Никакого смысла, ну вот если вы хотите 10-20 минут потратить в своей жизни, просто посмотреть красивые дома, никакого смысла, другого смысла для посещения этого поселка нету. Делать там абсолютно нечего, поэтому мы оттуда уехали. Сейчас сидим, наслаждаемся, я пью пиво. В общем-то, отдыхаем, чего и вам советую. Здоровья. Занимается. Ты что из спортсмена, скажи, пожалуйста. Бегут. Бегут. Пусть бегут. Надо Один от другого. от таверни, блядь. Ну выключай камеру, поедим нормально. Итак, день подходит к концу, и пришло подвести итог нашему путешествию сегодняшнему по поселку Нес-Мармарас. Что можем сказать? Традиционный греческий поселок с своим колоритом, прекрасные пляжи, прекрасная инфраструктура. В общем, ни в чем нет недостатка. Единственное, учитывайте, что, как мы и сказали, в городе на всем протяжении преобладают спуски и подъемы, что затрудняет немного пешие прогулки. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставим лайки. До новых встреч. Пока. Пока.